как в раю. Всегда тепло, всегда ясное небо, всегда солнце. Марата сбила машина. Не знаю подробностей пока, но вот Инга пошла в хирургическое отделение, сказали, что ничего серьезного, вот сейчас узнаем. Я родился в конце 1932 года, а мать моя умерла летом 1933-го. Естественно, что я ничего о ней не помню. Эта тема для него была табу. Он ни слова о матери не рассказывал. Он отправился в Таджикистан и взял с собой беременную жену. Таджикистан, 1932 год, это же в стране разруха, голод, антисанитария. Короче говоря, я так предполагаю, что мать заболела брюшным тифом. И отец срочно бросил все и отправился с женой и новорожденным мною обратно под крыло бабушки моей и его матери. Обратно в Балаклаву. Угу. И через несколько месяцев, насколько я понимаю, по рассказам, летом 1933 года мама умерла от брюшного тифа, осложнения. От осложнения. А я тоже болел, чем не знаю. Просить было некого. От этой болезни я получил осложнение на уши, воспаление внутреннего уха, средний отит называется. Родина моего отца и мое, можно сказать, родовое гнездо, это город Балаклава, да, под Севастополем. И отец всю жизнь проработал шофером в Крыму. В 1938-м он женился на медсестре, москвичке. Угу. Короче говоря, после женитьбы на этой москвичке они переехали в Москву, в этот самый Ватковский переулок, дом 16, небольшую комнатушку в общей коммунальной квартире, где жило, сейчас скажу, трое нас. Я, мой отец, его жена, моя мачеха, и две сестры моей мачехи, и мать моей мачехи. 6 человек в маленькой, в 1941 году, когда началась война, и немцы продвигались к Москве очень быстро, начали эвакуацию гражданского населения из Москвы. Я несколько раз, получается, было эвакуирован. Пробыли в эвакуации до 1944 года. В 1946 году отец подарил мне велосипед, купил на базаре или с рук, не знаю.
немецкий велосипед, как сейчас помню, марка Дюнлоп. Дюнлоп. И так мне понравилось на велосипеде гонять. Как сейчас я понимаю, из-за плохого слуха я все время был на режиме самоизоляции. Как сейчас карантин в связи с вирусом, так у меня был всю жизнь карантин в связи с глухотой моей. Марат говорит, что привез много книг. Я говорю, какие книги привез? Он говорит, в основном классика русская, русская литература. До 12 лет он говорит, я почти всю классику русскую прочитал, все, что было. Проблема в том, что на улице друзьям с ним было неинтересно, так как он плохо слышит. Поэтому он сидел дома и читал. Отец нашел в доме 1912 года постройки, в доме он нашел в этом квартиру запущенную, ремонтировал несколько месяцев. Приехали в Ригу мы 31 декабря 1945 года. А где-то летом, в мае, в июне, в июле мы переехали в отремонтированную квартиру. В школе мне нравились гуманитарные науки. Недостаток со слухом, он сильно осложнял дело. Я не слышал очень много из того, что говорилось на уроке. Короче говоря, закончив 7 класс, на семейном совете решили, что отец меня устроит на завод судоремонтный, учеником токаря. А учителем был такой заслуженный токарь. Клешня его фамилия была. Клешня. Марат, давай за наше дело надежное, фотографическое. Так как у вас возникла идея поехать в Москву на А велосипеде? это я, как всегда, фантазии такие. Из Риги в Фигулду 50 километров. Красивые окрестности Фигулды. Горная Швейцария латвийская. Так называют этот город Фигулду. На море ездили, Рижское. 40 километров с лишним. Так что мы были выносливые велосипедисты. И вот 25 лет, когда я отправился в Москву на велосипеде,
вообще по национальности грек, понтийский грек, который захотел вернуться на родину. Но родина его приняла не очень. Фотографирует своим местом заключения. Марат пришел с пляжа, покупался. Погоду можно на лыжах прокатиться. А ты сможешь? А чё? Покажем класс? Ну, не знаю. Заморило меня эти 2 месяца. Заморило, да? Стоянка, да. А, ну посмотрим, ничего. Это были не шутки. Марат одевает лыжи. 87 лет человек. А говорят, что он на том свете баня есть. Может и есть, но того света нет. Вот на этом перекрестке вчера около 15:30 Марата сбили. Он спускался сверху по встречной, а машина выезжала снизу. 29 ноября и едем на могилу Марата. Да, могила, кладбище находится на выезде из Ретемна по дороге на Спиле. И если вы выезжаете из Ретемна, приблизительно в километрах 2, есть такой сразу же район у нас Монастыря. Вот. И там проезжаете заправку, сейчас мы увидим заправку. И там находится, так сказать, коммунальное кладбище Ретемна. И вот там 26 мая, вернее, Марата, значит, сбила машина, он погиб 26 мая. А захоронили его только аж через 2 месяца. Но все-таки захоронили, могилу нашли, и вот сейчас мы едем на эту могилу. Такая, видите, дождик пошел. Вот оно, кладбище. Ух, какой дождь тут. Внутри. И когда заходите на кладбище правее, и по одной из дорожек проходим кладбище насквозь до стены. С захоронением Марата получилась очень нехорошая история. Марат по жизни был атеистом, не любил бюрократию и как раз попал под эти жернова. Когда Марат умер, мы сразу обратились к знакомым в похоронное бюро, и они сказали: приходите завтра, все обсудим. Но потом оказалось, и мы сами додумали, что он-то гражданин Латвии, мы не его родственники, и все оказалось гораздо сложнее. Значит, полиция отдала документы по Марату в консульство Латвии. На консульство Латвии вышел или вышла, или они сами вышли на похоронное бюро, и почему-то именно Скорфу. Похоронка Скорфу выставила счет
консульству 1300 евро. Вот. И консульство искало эти деньги 2 месяца. Как я понимаю, выделил эти деньги пенсионный фонд Латвии. Но все-таки деньги выделили. Через 2 месяца также нам с похоронки звонили и в туристический офис, и он еще хотел деньги, 1300 евро, стребуйте с нас. Если хотите захоронить друга, давайте мне деньги, и тогда захороню. В итоге через 2 месяца Латвия все-таки выделила деньги. И тут приходит от него письмо, что оказывается, что, говорит, Марат захоронен. И читаем документ, захоронен бесплатно за счет больницы Ретимна. Вот так получилось. Как он захоронен, я вам сейчас покажу, как он был захоронен. В Греции и особенно на островах особый вид захоронения, то есть хоронят могилы бетонные. И могила находится в аренде. То есть покойник лежит 3 года, и за это время родственники оплачивают аренду могилы. Но если есть деньги, вы можете, к примеру, захоронить и на материке. Там, естественно, выкупается участок земли, и там уже хоронится обычная могила. Как раз 1300 евро, вот похоронка Корфу, и потребовалось на захоронение и на срок 3 года. После того, как пришло подтверждение о том, что Марат захоронили, один наш знакомый, он это кладбище хорошо знает, нашел могилу Марата, так как она, во-первых, была свежая и там объяснялось, где она находится. Вот. И вот только сейчас осенью я начал потихоньку могилу приводить в порядок. И сегодня мы приехали на кладбище и увидим могилу Марата. Когда я первый раз приехал на кладбище, то я захотел сам привести могилу Марата в порядок. Ну, думаю, что здесь просто. Через дорогу как раз-таки есть мраморная графия. То есть офис пошел туда. И за самый простой вариант могилы они запросили 750 евро. Вот. И дальше я уже пытался своими средствами привести могилу в порядок. Как найти могилу Марата? Когда зайдете на кладбище, правее идете по одной из дорожек, которые идут вдоль кладбища, до самого конца. Доходим до стены, то есть проходим кладбище насквозь. И дальше мы идем правее. На левой стенке у нас находятся урны. Доходим до стены, где находятся урны с останками. Через 3 года могилу разбирают и останки очищают и обливают красным вином и кладут вот в такую вот урну. От больницы бесплатно Марата захоронили вот так. Конечно, захотелось привести могилу Марата в порядок. И совершенно неожиданно мне помог человек, который даже Марата и не знал, только ему его дочка рассказывала, которая живет на Крите. Вот, это Руслан, его дочка пригласила в гости на Крит в надежде, что он здесь захочет жить. Но он еще пока размышляет. Вот, и вот Руслан говорит, какие проблемы, давай приведем могилу в порядок. Когда мы приехали делать могилу Марата, мы столкнулись с проблемой, что все это очень дорого. На кладбище работник и обращается к нам, что хотите. Мы подошли к работнику, оказался Йоргас, и
сказал, чем вам помочь. И представляете, такое даже не верится, что за бутылку водки, то есть сказал, я спросила, а сколько за помощь? Он говорит, да ничего не надо. Я говорю, ну хорошо, бутылку водки. Он говорит, хорошо, пускай бутылка водки. И он нам помог практически все, вот это все организовать. Так что есть еще хорошие люди. Вот, так что вот такой хороший Йоргас, работник. И если будете с утра на кладбище, то, в общем-то, увидите его. И самое главное, то, что Йоргас подтвердил, что он даже присутствовал, когда здесь хоронили Марата. Евхаристо, Йоргас. Чего в Харькове? На шоколад. Йоргас очень простой человек. Я говорю, у тебя есть Вайбер, WhatsApp, скину тебе видео по Марату. Он говорит, да нет у меня. Я даже не знаю, что это такое. Вот такие работники. Мы с Русланом поразмышляли, думаю, где его завтра искать. Давай сегодня. Вот. И подошли к нему, помог он перевести вот эту церквушку сюда. И я думаю, надо человека как-то отблагодарить. Дал ему 20 евро. Так он так обрадовался. Тут же нам вот этот весь остальной мрамор, тут же нашел и остальной мрамор. Ну, осталось дело за малым. Вот. В следующий день мы уже приехали с инструментами. Зашпаклевали бетон. Более-менее привели вот эту стенку боковую. Вот. И вот так вот Марата могилу привели в порядок. Вот сейчас Руслан делает ему крестик. В конце лета, в сентябре, значит, у меня на южном берегу Крита были туристы. И после экскурсии, не помню, честно сказать, как мужчин зовут, по-моему, Игорь из Москвы, он мне дает 20 евро, говорит, вот, ну, спрашивал, как, что там с могилой Марата, я говорю, человека захоронили, но вот еще будем приводить в порядок. Он мне дал 20 евро, говорит, вот тебе 20 евро, сразу даю на могилу. И вот 20 евро его пригодились, в принципе. Также работник кладбища показал мне, где набрать камней беленьких. И вот сейчас Руслан доделывает могилу. Вот такая у него была памятная с записями линеечка. Брат мечтал о Греции, последние 20 лет планировал поездку на Крит. И представляете, 87 лет человек поменял свою жизнь полностью. Ну вот теперь у нас и ваза в виде нос корабля. Любил Марат море, баню, книги и фотографическое дело. Марата вином. Он такие, это церковное вино с монастыря Агия Астриада с Хания. И розовое сладкое, я думаю, что он такое, ему бы такое понравилось точно. Хорошо, что ты на Крит собрался не на велосипеде, а на машине. Да, не дай бог. Ну как жизнь на Крите? Что? Ведите книгу «Источник знаний». Это последняя книга, которую Марат захотел забрать с собой. Крит третьим на 4 декабря 2021 года. Сейчас я дома делаю видео
о могиле Марата. Вот. И в руки мне попалась его тетрадка, куда он записывал погоду. Когда я к Марату заходил в гости, он постоянно, у него на виду были или листочки бумаги, или вот эта вот тетрадка, куда он записывал прогноз погоды, данные о погоде на день. Вот. Но также он в ней делал короткие записи. 4, 12, 20, 12:00. Плюс 14,5 градусов, влажность 55%. С утра пасмурно, дождь. Сейчас переменно. Море как пруд, никакой волны. Сегодня 4 декабря 2021 года. У нас также пасмурно, идет дождь. Средняя температура 14-15 градусов. Вот одна из записей о велосипеде Марата. Дело было после Рождества. 3, 1, 20. Как правило, на Рождество греки в магазинах продаются или дарят рождественский пирог в оселопе. Там внутри спрятана позолоченная монетка. Кто ее найдет, у того будет успешный год, удачный и так далее. Вот запись Марата по этому поводу. 3, 1, 20, 13:00. На улице плюс 11. Влажность 45%, давление 751. Переменно. Короткие дожди. Радуга над морем. Вчера нашел в оселопите золотую монетку. Приметка к успеху. А сегодня вышел для поездки в Экклесия, а велосипеда нет. Увели честные критяне. Когда все есть, готовы поделиться. А это я, как всегда, фантазии такие. Хорошо идет. Супер. Легко. Горы красивые. Сейчас. Вот по такой красивой дороге ездят. В Союзе не было безработицы. У всех была работа. Несмотря на то, что у всех была работа, никто не работал. Несмотря на то, что никто не работал, план выполнялся на 100%. А узнали, что еще и машина есть? Сейчас первый жених на Крите. Но Марат говорит, что женитьба дело хлопотное. Формула, есть секреты долголетия? Нет. Нету. Не знаю, как это. Не знаю, почему мне 90 скоро, а другие 20 лет назад уже ушли. Да. Не знаю, от чего это. Марат, браво! Ну, это ты хорошо ножовку заточил. Такое дерево спилил. Марат, опа! 16 килограмм. Марат рассказывает историю, как он попал в Ретивно. Я, говорит, 20 лет за рулем не сидел. И вот еду из Хани спокойно, неуверенно.
И вот какие-то два идиота полицейских почему-то меня остановили. Раз, только что стукнуло 88. Такое же хорошее самочувствие, как и было. У нас уже появился в офисе новый сотрудник. Может записать вас на экскурсию. Выбирает место, куда вам поехать. Было мне 30 лет, а сейчас 90 почти. Марат, готов? У Марата спрашиваю, нету ли у него тяжелых воспоминаний, как он добирался на Крит? Добирались мы хорошо, быстро, без проблем. И здесь все хорошо сложилось. И единственное у меня воспоминание, самое мрачное, это встреча с этими автоинспекторами двумя. Такие обормоты, это редко можно встретить. Они арестовали иностранца. Греческая астеномия. Ни за что арестовали, посадили на стоянку, бросили в августе. Помирали там на стоянке. Это было что-то непонятное. Какие-то дикари. По-моему, они избалованы властью. Ведь они могли меня подъехать. Могли, когда остановили, могли сказать, какие у них претензии. Понял. Ты выбирал, и понятно, что. Отличное место, Да. много русских. Гастрономия. Работать, он занимается фотосъемкой. Марат, может мы уже в раю? Я точно в раю. Ты не знаю, как, а я в раю. Марат, а где ангелы? И ангелов? Где ангелы тогда? Ангелы на земле. Одного зовут Афина, А, второго Игорь.